Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 27 июня. Поговорим, что это за такой день интересный. День Елисея Гречкосея или по-другому Елисеев день. А также поговорим о том, что можно и что нельзя делать в этот день по народным приметам. В народном календаре 27 июня Елисей Гречкосей, Елисеев день, Елисей по колено во все. В этот день продолжали посев самой поздней гречихи. Заклинали крапиву, если долго не было дождя, и наблюдали за природными явлениями, чтобы определить погоду на ближайшие дни. А вот православная церковь 27 июня вспоминает двух святых с именем Елисей. Пророка Елисея, жившего в IX веке до нашей эры, и Елисея Сумского. Как мы уже говорили ранее, в этот день продолжали сеять самую позднюю гречиху, отчего и прозвали святого покровителя дня Гречкосей. Посевом обязательно занимались в ясную и сухую погоду. В народе даже говорили: если пыль на бароне, то и блин на решете. С давних пор гречка входила в рацион наших предков. В народе говорили: гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной. Завезли к нам гречиху из Азии, и она быстро пришлась по вкусу нашим славянам. Гречневая каша обладает отличными вкусовыми и питательными качествами. Кроме того, она полезна для здоровья. Выращивать гречиху начали приблизительно в VII веке. Название она получила из-за того, что во времена Киевской Руси разведением этой культуры по большей части занимались именно греческие монахи. Наши предки в этот день загадывали о погоде. Если день был дождливый, то непогода может быть еще 7 недель. Если же хоть на минутку выглянуло солнышко, то знали, что есть надежда, что лето будет сухое и получится благополучно убрать сено. Если же долгое время не было дождя, такого нужного наливающимся восходом, то заклинали крапиву. Секли жгучую траву, чтобы получить из нее влагу. Согласно поверью, крапива ожжет небесную высь, и та даст волю дождям. На Елисея освещали новую одежду, чтобы она не приносила своему хозяину несчастья. Любая вещь несет в себе силу того, кто ее изготовил, продавал или носил. Чтобы чужую силу вещи заменить своей собственной, перед тем, как первый раз надеть, ее следует осветить. В Елисеев день освещали все вещи, купленные после Нового года и надетые не более 3 раз. А еще вещи, в которых человек неуютно себя чувствует. Это же касается и бывших в употреблении вещей. Люди, которые родились 27 июня, им дана способность влиять на рост растений. В качестве талисмана им следует носить коралл. В этот день по народным приметам запрещено было долго лежать в кровати, а в течение всего дня и бездельничать. В народе считали, что лентяи и бездельники в скором времени могут столкнуться с тяжелым заболеванием. В этот день нужно работать, а если остаетесь дома, то делайте уборку, займитесь перестановкой и перебирайте вещи, наведите порядок в шкафах и на полках. Нельзя в этот день употреблять спиртные напитки и лекарственные препараты на спирту. Говорят, что так можно отравить свой организм. Издревле наши предки говорили, что 27 июня спиртные напитки наполнены нечистью, которые попадают в человеческое тело и начинают вытворять с ним не самые приятные вещи. Нельзя в этот день переедать. В противном случае у вас будет болеть живот. В этот день лучше поголодать.
Так вы можете помочь своему организму очиститься от негатива, который накопился за долгое время. Запрещается в этот день употреблять в пищу яйца с 2 желтками. Народ говорил, что произойдет беда, которая заставит людей прикладывать больше усилий к чему-либо. Это яйцо вы должны выкинуть, либо можно использовать его в косметических целях, например, втереть в волосы или даже сделать питательную масочку. Если верить легендам, то в этот день не рекомендуется срывать цветки лютика. В народе говорили, что так вы можете навлечь на себя серьезную беду, которую устроит для вас важный человек, от которого также зависит и ваше профессиональное будущее, и ваша личная жизнь. А вот представительницы слабого пола не должны браться в этот день за расческу. В народе говорили, что именно 27 июня можно вызвать болезнь волос. Но если вам все же хочется привести волосы в порядок, следует взять самый старый прибор, очистить его от волос, хорошо промыть и аккуратно начать процедуру. После причесывания вновь помойте расческу и положите туда, где вы ее взяли.